Приветствую подписчиков и тех, кто только зашел на наш канал. Меня зовут Олеся, и это канал магазина Zibi Market. Здесь мы рассказываем про растения и все, что связано с ними. Символ красоты и любви мирт представляет собой густой вечно-зеленый куст среднего размера. Небольшие блестящие зеленые листья при измельчении выделяют приятный аромат. Миртовое дерево цветет с середины весны до начала лета. При цветении появляются ароматные, яркие белые цветы небольшого размера. После цветения, если произойдет опыление, образуются черные съедобные ягоды. Я вам расскажу об особенности ухода за миртовым деревом и формирования кроны. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите ваши вопросы в комментариях. В природе мирт вырастает в округлый кустарник среднего размера, 2-3 метра в высоту и ширину. Мирт в горшке обычно не выращивают большим, его стригут для сохранения формы и компактного размера. Также для формирования кроны можно использовать прищипывание. В том месте, где ветка обрезана, растет несколько побегов. Таким образом, мирт станет пышней. Миртовое дерево размножается семенами или черенками. Черенки, оставшиеся после формирующей обрезки, можно использовать для размножения. Мирт отлично подходит для выращивания в контейнере. Практически без болезней и вредителей он легко растет на влажных, хорошо дренированных почвах, на открытом солнце или легкой тени. В комнатных условиях для быстрого роста можно использовать досвечивание. Мы досвечиваем обычно светодиодными лампами. Они хорошо работают и стоят недорого. Мирт не любит пересыхания грунта, поэтому не забывайте его поливать. При пересыхании он сбрасывает листья, и не всегда они могут отрасти заново. Важно следить за кислотностью грунта и воды для полива. Грунт может быть нейтральный или слабокислый. Вода для полива слабокислая, pH 6-6,5. Если вам интересна эта тема, у нас есть про это видео. При поливе можно каждый раз добавлять водорастворимые удобрения типа плантофола или мастера. Эти удобрения немного подкисляют воду и почву. Можно использовать гранулированные удобрения медленного действия, например, осмокот. Про него тоже есть видео, ссылочку прикреплю сверху и в описании. Сейчас мы будем пересаживать мирт. Грунт будет состоять из кокосовой основы, крупного садового перлита, пеностекла. Перлит и пеностекло будут разрыхлять грунт и увеличивать его воздушность, и гумус для питания. Здесь у меня уже немножко намешано, но мало, поэтому добавляем. Стекла возьмем половину. И гумуса побольше. Это растение любит питание. Нужно много азота, поэтому гумуса добавим. Он у нас гранулированный. Перед тем, как смешивать, придется его сделать сыпучим, вот и гранулы раздавить. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца.
Растения мы продаем на нашем сайте, ссылка в описании к видео. Кто из наших зрителей, возможно, уже выращивает мирт, напишите в комментариях, какие вы видите у него особые потребности и как с этим справляетесь. Спасибо за просмотр и до новых встреч!